Добрый день. Добрый день? А может, у вас не день? Почему я так здороваюсь? Хорошо. Всем привет, с вами Кседа Сим, и сегодня мы занимаемся строительством такого участка, как театр. Я не ожидала, что я буду строить что-то такое, потому что единственное, на что меня хватает, это какое-нибудь поселение, деревня и все. Но ко мне пришло вдохновение 27 марта, а это Международный день театра, и я вам клянусь, я не знала об этом празднике в целом. Мне просто резко захотелось построить театр в Sims 4, потому что у меня его в сохранении нет, я ни у кого его не видела, именно большого масштаба. Может, какие-нибудь сцены или какие-нибудь концертные зоны, да, достаточно часто я встречала и на просторе интернета, и сохранений, и в галерее я тоже парочку видела, довольно прям симпатичных. Но прям театра нет, никогда не видела, поэтому мои руки доползли все-таки до этой постройки. Он у меня трехъярусный, скажем так. На самом деле третий этаж, он является лишь подспорьем для большой люстры. Там по факту ничего нет, это просто такой возвышенный красивый потолок. Я только что задела микрофон, надеюсь, сильно слышно не было. Что ж, немного о постройке, да? Да и говорить нечего на самом деле. Когда я строила, мой молодой человек начал петь гимн СССР, потому что очень похоже получилось на постройки того времени. Отчасти я с ним, наверное, согласна. Единственное, насколько актуальна была зелень на фасаде в те времена, но не знаю. В общем, давайте поговорим о том, что в принципе у нас внутри этого здания. У нас есть холл, где я поставила столики, где могут перекусить ваши персонажи. Также две уборные, зона, где можно оплатить билеты. Да, я использовала новые вот эти вот оплачивающие, как это называется, приемники. В общем, аппараты для оплаты. Я разместила их прямо на стойке, грубо говоря, информации, записи. Также у меня есть здесь основной холл-зал со сценой и второй этаж, балкон. Я его сделала, знаете, таким люкс-местом. И я так долго его переделывала. Почему-то именно на второй этаж у меня ушло больше всего времени, хотя я думала, что я потрачу достаточно много времени на постройку сцены. Было достаточно сложно, да, потому что в игре Sims не предусмотрено показ первого и второго этажа вместе, то есть когда ты переходишь на второй этаж, игра урезает детали, то есть не показывает их, чтобы, видимо, может, игра так сильно не перенапрягалась, не перегружалась. В итоге мне пришлось в одном месте снести стенку. Это незаметно, но она, да, ее там нет. Если вы скачаете эту постройку, вы заметите это, чтобы, когда Симы сидели на втором этаже, и вы через таб видели все то, что происходит на первом этаже, чтобы поделать красивые скриншоты. Мне кажется, это как раз-таки та постройка, где нужно не только отыгрывать, а именно как-то симпатично поскринить. Я очень сильно постаралась сделать так, чтобы было со всех сторон приятно делать скриншоты. Особенно мне очень сильно нравится ракурс со сцены, он как раз таки есть на обложке этого видео. По поводу самого лота, а именно скачки, я бесплатно его отдаю в своем телеграм-канале, как и абсолютно все свои постройки. У меня нет бусти. Для меня единственное только важна ваша обратная связь. Если вам действительно понравилась эта постройка, и вы ее скачали, может даже потестили, я буду очень рада услышать ваше мнение о моем творчестве. И в принципе все. Мне больше ничего не надо, потому что я играю в эту игру исключительно для удовольствия, и YouTube канал я создала тоже для того, чтобы найти людей по интересам, потому что на самом деле в моем окружении не так много тех, кто играет в Sims в целом, тем более в Sims 4. У меня есть вот единственная подружка, которая играет в Sims 2 средневековье, она прям фанатка, но я, к сожалению, прям полностью засела в Sims 4 настолько, что даже не хочу переходить на актуальную в данный момент игру Inzoi. Я тестировала ее демки, и, честно, мне очень сильно не понравилось. Но скажу честно, мне и Sims 4 на начальных этапах вообще не понравилось. То есть, как только игра вышла на дисках, именно самая базовая игра, я играла в самую первую версию, я купила диск, как сейчас помню, за 3400 рублей я пришла, купила, установила на свой компьютер, заселила симку, естественно, долго ее создавала, потому что, вау, это новый касс, можно лепить в прямом смысле персонажа. И я так сильно расстроилась, что достала этот диск и подарила его своей подруге, потому что мне просто не понравилась игра.
очень сильно не понравилась. Вернулась я в нее уже через 3 года, наверное, там и времена года появились. В общем, когда игра начала уже оживать, а не выглядеть, знаете, такой картонной, базовой какой-то штукой. И с того времени я прям плотненько сижу в Sims 4, не выходя из нее вообще. Кстати, с того времени я веду династию, у меня уже умерло сохранение, то есть сначала у меня скриншоты выглядели вот так, сейчас они выглядят вот так, у меня 8-е поколение, я безумно счастлива в нее играть, но это так уже, знаете, лишняя, наверное, информация для этого видео. Тем временем постройка уже потихоньку подходит к концу. Спасибо большое, что вы досмотрели данное видео. Буду ждать вас в своем телеграм-канале, а также в комментариях. Так что досматривайте видео до конца. А я прощаюсь с вами до следующего видео. Так что всем пока-пока!